На кладбище было тихо, воздух был насыщен запахом дождя и свежей земли. Пятилетний Лиам стоял рядом с отцом, крепко сжимая своей маленькой ручкой пальцы Дэвида. Его голубые глаза, обычно лучащиеся озорством, сейчас были тусклыми от смущения. Перед ними было гладкое серое надгробие, надпись гласила «Эмили Морган, любимой жене и матери. Навсегда в наших сердцах». Всего неделю назад мать Лиама была жива, смеялась, пела ему колыбельные, целовала его исцарапанные коленки. Затем в один ужасный момент ее унесла автомобильная авария. Похороны прошли в слезах и черной одежде. Собравшиеся вокруг них люди шептали слова прощания, возлагая цветы на могилу. Плечи Дэвида были опущены, лицо бледно от горя. Он едва заметил, как Лиам потянул его за рукав. «Папа», — тихо позвал Лиам. Дэвид опустил взгляд, выдавив слабую улыбку. «Да, приятель». Голос Лиама был твердым и уверенным. «Мама не умерла». Грудь Дэвида сжалась. Он опустился на колени и притянул сына к себе. «Я знаю, это тяжело, Лиам. Я тоже скучаю по ней, но ее больше нет». Лиам покачал головой. «Нет, папочка». Он указал на могилу, его крошечный пальчик не дрогнул. «Она здесь, и она разговаривает со мной». По спине Дэвида пробежал холодок. «Что? Что ты имеешь в виду, говоря, что она с тобой разговаривает?» Глаза Лиама были широко раскрыты и серьезные. Она говорит, что там темно, и она напугана. У Дэвида перехватило дыхание. Его сердце бешено колотилось. Было ли это просто детским воображением или чем-то невероятным? Небо над ними потемнело. Ветер шептал в кронах деревьев, словно чей-то недосягаемый голос. И впервые после смерти Эмили Дэвид задумался. А что, если мой сын говорит правду? Ночь за ночью Лиам садился в постели. Его глаза были широко раскрыты и насторожены, как будто он прислушивался к кому-то, кого Дэвид не мог видеть. Сначала Дэвид думал, что это просто дурные сны, маленький мальчик скучает по своей матери. Но потом Лиам начал говорить вещи, странные вещи. «Мама говорит, что ты забыл полить ее розы. Она хочет, чтобы ты перестал носить черный галстук. Это тебя огорчает. Она рассказала мне о колыбельной, которую пела, когда я был маленьким, и которую больше никто не знает». По коже Дэвида пробежали мурашки. Откуда Лиам мог знать все это? Колыбельную Эмили сочинила специально для Лиама. Однажды вечером Сара, сестра Дэвида, пришла помочь с Лиамом. Когда она укладывала его спать, Лиам внезапно схватил ее за руку. «Тетя Сара, мама просила передать вам, что она прощает вас за то ожерелье». Лицо Сары побледнело. Она отшатнулась, прижав руку к рту. Дэвид нахмурился. «Какое ожерелье?» Голос Сары задрожал. «В прошлом году я без спроса одолжила любимое ожерелье Эмили. Я потеряла его на вечеринке. Я никому не говорила, даже ей». Она посмотрела на Лиама широко раскрытыми от страха глазами. «Откуда он это знает?» В тот вечер Дэвид и Сара стояли на кухне и шептались. Сара настаивала, что это просто горе, но ее руки дрожали, когда она наливала кофе. Дети воображают разные вещи, когда им больно. Дэвид потер усталые глаза. Но что, если это не игра его воображения? Что, если он не смог заставить себя сказать это? Сара с трудом сглотнула. «Ты же не думаешь на самом деле?» Они оба обернулись, когда Лиам вошел в комнату в пижаме. Его маленькое личико было серьезным. «Папа, мама хочет, чтобы мы пришли ее навестить». У Дэвида кровь застыла в жилах. «Куда, приятель?» Лиам указал в окно на кладбище. На ее могиле. Луна была скрыта за густыми облаками, когда они шли по темному кладбищу, и единственным источником света был слабый фонарик Дэвида. В воздухе пахло влажной землей и опавшими листьями. Лиам привел их прямо к могиле Эмили, а затем опустился на колени в траве. Сердце Дэвида бешено заколотилось, когда Лиам прижался ухом к земле, совсем как ребенок, прислушивающийся к шуму океана в морской раковине. На долгое мгновение воцарилась тишина. Затем Лиам прошептал:
Мама говорит, что здесь темно, и она не может дышать. Сара ахнула. Ноги Дэвида чуть не подкосились, потому что внезапно он понял, что больше нельзя игнорировать ужасную мысль, которую он гнал от себя. Что, если Эмили не была мертва, когда ее хоронили? Дэвид не мог уснуть, слова Лиама не давали ему покоя. Она не может дышать. Эта мысль не выходила у него из головы. Что, если? Только что, если Эмили была еще жива, когда ее закапывали в землю? На следующее утро Дэвид пошел в полицию. «Мне нужно, чтобы вы раскопали могилу моей жены», сказал он хриплым от недосыпания голосом. Офицер за столом нахмурился. «Мистер Морган, я понимаю ваше горе, но это не скорбь». Дэвид хлопнул ладонями по столу. «Мой сын знает такие вещи, о которых может знать только Эмили. Он говорит, что она разговаривает с ним из подземелья. Вызвали начальника полиции, проконсультировали врачей. Все говорили Дэвиду одно и то же. Похоронить заживо было невозможно. Современная медицина таких ошибок не допускает». Тут заговорил Лиам. Глядя прямо в глаза начальнику полиции, 5-летний мальчик сказал: «Мама просила передать тебе, что у тебя в машине все еще лежит ее шарф. Голубой, который она одолжила тебе, когда шел дождь». Лицо шефа побелело. У него действительно был этот шарф. Он забыл вернуть его перед несчастным случаем с Эмили. Никто об этом не знал. Час спустя на кладбище въехал экскаватор. Пока рабочие копали, начался дождь. Дэвид крепко прижимал Лиама к себе, они оба промокли насквозь. Сара стояла рядом, беззвучно плача. Могильщики двигались осторожно, но настойчиво. Когда гроб, наконец, был вскрыт, все стихло. Распорядитель похорон шагнул вперед с ломом. От скрежета вынимаемых гвоздей у Дэвида скрутило живот. Затем раздались крики, но не из гроба, а от людей вокруг него. Дэвид рванулся вперед. Его сердце бешено колотилось. Внутри гроба лежала Эмили, такая же красивая, как и в день ее похорон, но неправильная. Ее идеальный макияж не мог скрыть правду. Ее ногти были сломаны и ободраны. На атласной подкладке, там, где она царапала крышку, виднелись полосы крови. Глубокие царапины покрывали каждый дюйм внутренней поверхности гроба. Судмедэксперт отшатнулся, его лицо стало пепельно-серым. Боже, она была жива. Должно быть, авария погрузила ее в глубокую кому. Они подумали, что она мертва. Дэвид упал на колени в грязь. Мир завертелся вокруг него. Где-то вдалеке раздался шепот Лиама. «Я же говорил тебе, папочка, мама не умерла». И тогда Дэвид осознал самую ужасающую правду из всех. Его жена проснулась в темноте, запертая в подземелье, и кричала, и никто ее не слышал, пока не услышал ее маленький сын. Полицейский участок гудел от бешеной энергии. Детективы с мрачными лицами сновали туда-сюда. Дэвид сидел на жестком пластиковом стуле, сжимая в руках чашку с недопитым кофе, а Лиам спал, свернувшись калачиком рядом с ним. Директор похоронного бюро, мистер Харгроув, вытер пот со лба, разговаривая со следователями. «Клянусь, у нее не было пульса. Мы выполнили все процедуры». Его руки дрожали, когда он показывал им свидетельство о смерти. Но тут в палату ворвался молодой офицер. «Мы проверили записи с камер наблюдения в больнице. Кто-то получил доступ к медицинской карте Эмили Морган после того, как ее объявили мертвой». Дэвид вскинул голову. «Что?» На зернистом видео человек в медицинском халате с закрытым лицом быстро печатал на компьютере посреди ночи. На экране замелькали записи Эмили, затем слова «причина смерти», «необратимая кома» сменились на «просто смерть». У Дэвида кровь застыла в жилах. Внезапно он вспомнил последние слова Эмили, обращенные к нему перед несчастным случаем. Она была взволнована и сжимала телефон так, словно в нем хранились опасные секреты. «Дэвид, если со мной что-нибудь случится,
Не доверяй. Визг шин, оглушительный грохот, она так и не закончила свое предупреждение. Детектив Моралес отвел Дэвида в сторону. «Ваша жена была журналисткой, верно? Мы кое-что нашли». Он показал Дэвиду спрятанный блокнот Эмили, страницы, заполненные именами, датами, и одна из них, обведенная красным, мэр Ричард Вон. По словам Моралеса, она проводила расследование в отношении мэра. Пропали городские фонды, пропали миллионы. И взгляните на это. Из блокнота выпала фотография. На ней мэр пожимал руку доктору с камеры наблюдения. Руки Дэвида дрожали. Вы хотите сказать, что мэр приказал убить ее? Моралес мрачно кивнул. Несчастный случай был только первой попыткой. Когда она выжила, кто-то позаботился о том, чтобы ее похоронили до того, как она сможет проснуться и заговорить. В другом конце комнаты Лем пошевелился во сне и что-то пробормотал. Мама говорит: «Будь осторожен, потому что опасность еще не миновала». И люди, которые хотели, чтобы Эмили молчала, сделали бы все, чтобы сохранить свой секрет в тайне, даже если бы это означало новое убийство. Город погрузился в хаос, когда фургоны журналистов столпились у ступеней здания суда. Мэр Вон был арестован во время драматической сцены. Его дорогой костюм был помят, лицо искажено от ярости, когда полиция уводила его прочь. Улики, которые спрятала Эмили, были неопровержимы. Банковские документы, секретные контракты, даже запись, на которой он признается в краже. Но для Дэвида победа не принесла радости, только пустоту. Позже полиция обнаружила карту памяти microSD, на которой хранилась запись с камер видеонаблюдения, которая была удалена из хранилища центрального здания и должна была быть скрыта. Это все подтверждает. На видеозаписи, опубликованной на сайте Нестактия, видно, как мэр Вон передает портфель с наличными коррумпированному врачу. Мэр прорычал, чтобы она не проснулась. Прокурорам нужны были только эти доказательства. На вторых похоронах Эмили, на этот раз мирных, с белыми цветами вместо черных, сквозь деревья светило солнце. Лиам сжимал в руках свой любимый игрушечный грузовичок, когда они опускали гроб. «Подождите!» — внезапно позвал он. Он подбежал и осторожно положил игрушку на крышку маминого гроба. «Чтобы маме не было одиноко!» — торжественно объяснил он. Присутствующие на похоронах плакали. Колени Дэвида подогнулись, когда гроб исчез в земле. На этот раз навсегда. Когда они уходили, Лем вдруг улыбнулся небу. Теперь она счастлива. Дэвид поднял глаза, ожидая ничего не увидеть. Но всего на секунду ему показалось, что он почувствовал, как теплый ветерок коснулся его щеки, словно поцелуй ветра. Он никогда не узнает, действительно ли Лайм слышал голос своей матери, или это был просто детский плач. Но в одном он был уверен — любовь не заканчивается с ударом сердца, и иногда самые глубокие узы могут простираться даже за пределы могилы. Если вам понравилась эта история, не забудьте поднять большой палец вверх и нажать на кнопку подписки. И дайте нам знать в комментариях, из какой точки мира вы смотрите сериал. Мы рады всем вам. Спасибо, что посмотрели.